Оля, ребятки, сегодня мы с вами пойдем, и не только с вами, но еще и с Левчиком, пойдем прогуляемся по району Коллегиалес. Это просто, отвечаю, жемчужина Буэнос-Айреса. Сейчас уже больше народу о нем говорит и ищут там жилье, но еще недавно вообще никто о нем не знал, хотя он находится в идеальном просто месте, достаточно удаленном от шумных Бельграна и Палермо, но при этом находящийся непосредственно на границе с этими районами. Так вот, ребятки, далеко ходить не нужно. Именно с этой пласы начинается, собственно, этот район. Он делится на две части. Смотрите, здесь у нас Бельграна, тут идет линия Д. Вот там вот Кабильда, большая оживленная улица. И, собственно, здесь у Коллегиалес самая такая оживленная многоэтажная часть. Вот вы видите прекрасно. Именно с этой пласы, с этого парка, с детской площадки начинается этот район. Вот там идет железная дорога, и она просто разграничивает две части этого района. Вот эту оживленную многоэтажную, и за этой железной дорогой вы, собственно, скоро увидите, что там находится. Вдоль этой железной дороги расположен просто прекраснейший, как вы сами можете видеть, парк. И он идет, ребятки, просто вдоль всей железной дороги. Сейчас я вам покажу. Вот, ребят, смотрите, просто раздолье невероятное. И здесь для детей просто шик-блеск. Смотрите, площадочки, кто-то здесь играет. Обычно здесь еще проводят разные народ там активности, типа спортивные, йогу, там что угодно. Просто на лавочках сидят, там, я не знаю, загорают. Ну, собственно, как и сейчас. Вот, то есть абсолютно такая атмосфера здесь, как будто ты вообще где-то за городом находишься. То есть это очень здорово. И просто огромный плюс для тех, кто с детьми, конечно. А мы с 3 детьми, поэтому здесь старшие гуляют на площадке. Мы можем с ними бегать, искать тираннозавров по всему парку. И, в принципе, это будет очень приятно, потому что такая атмосфера здесь, ребятки, ну вы видите. То есть посреди города оживленного, посреди столицы, да, а этот парк — это глоток просто свежайшего воздуха. Ну и, собственно, вот железная дорога. И мы сейчас с вами поднимемся вот на тот пешеходный мост и пойдем туда, в другую часть этого райончика. Левчик интересуется очень поездом, который там стоит. Между прочим, да, мы надели шапку. Сейчас хоть и очень солнечно, может выглядеть достаточно тепло, но все еще обманчиво это впечатление, потому что в Буэнос-Айресе все еще зима. Например, сейчас где-то градусов 8, но когда дует ветер, ребята, это очень коварная погодка, потому что может не быть супер холодной температуры, но если сюда добавляется ветер, а он добавляется достаточно часто, то получается гремучая смесь, где вы будете простывать бесконечно, если не будете надевать шарфы, шапки и прочее все. Поэтому нас предупреждали, когда мы сюда приезжали, что погода коварная и нужно утепляться. Но мы не слушали, поболели и послушали. Учитывайте, что теплые вещи тоже очень необходимы, особенно если вы летите по российским меркам, да, европейским летом. Здесь это зима, и сезон это перевернутый у нас. Смотрите, иногда вот такой вот наблюдательный полицейский пункт сюда приезжает с камерами, будочка такая, которая может подниматься. Немножечко стрит-арта для вас. Ребятки, вы не знаете, это вообще что? Это феникс или это что-то другое растет здесь? Не знаю, но мне очень просто финики напоминает. Мне кажется, это реально финики, ребята. Ну что, ребятки, поднялись мы с вами вот по такому чудесному подъемчику. И, в принципе, отсюда можно видеть. Там есть, конечно, высокие дома, но здесь их гораздо больше. Там начинается такая достаточно малоэтажная застроечка, то есть очень-очень такая уютненькая, теплая домашняя атмосферка, сейчас увидите. И шикарнейший обзор на этот парк. Здесь, кстати, частенько играет гитарист. Вот прям тут народ садится. Такой мини-амфитеатрик получается. И все, и выступают, просто слушают музыку, сидят, пьют маты. Парк, он идет вон туда, вдоль всей вот этой вот железной дороги. И заканчивается аж вон, даже не видно где, на горизонте. В общем, все это зеленая зона огромная. Здесь гуляют с собаками, с детьми, здесь площадки, здесь
прям огромный зеленый остров. Кстати, не стесняйтесь задавать вопросы, мне в инстаграме очень часто пишут, я консультирую по абсолютно разным вопросам, например, можно ли платить карты в приложениях такси, что это за приложение вообще, как снимать жилье, где его искать, то есть любые мелочи, не бывает глупых вопросов. Если вы хотите переехать сюда или живете здесь только недавно или давно, давайте примем за правило, что мы все одно комьюнити, и мы преодолевали кучу неизвестностей, трудностей, когда сюда прилетели. Очень много просто. И плюс мы всю легализацию делаем абсолютно самостоятельно. Поэтому мы набиваем себе шишки и имеем возможность научиться всему, что вокруг происходит. Поэтому задавайте вопросы в комментах. Я серьезно отвечаю. Переходите в мой инстаграм. Там больше историй, во-первых, нашего переезда. И я там в рилзах и в контенте своем, в сторис ежедневных, я раскрываю гораздо больше любопытных фактов о языке, о культуре, просто о быте, о повседневности. Поэтому подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. А мы с вами, ребятки, пришли уже в такую малоэтажную часть района Коллегиалес. Ребятки, погнали. Мы с вами зайдем на несколько площадок, пройдемся, грубо говоря, по периметру этого района. Смотрите, здесь уже начинаются такие красивейшие огромные деревья, частные дома. Или, кстати, здесь достаточно много по жилью можно найти вариантов типа PH, ну, когда сдается там 2 этажа вот такого дома или сдается этаж такого дома. Обычно здесь получается в таких вариантах выгоднее, потому что expenses либо минимальные, типа 1050 песо, либо их вообще нет. В многоквартирных домах, таких как мы живем, например, expenses достигают ежемесячно 300 тысяч песо. Короче, где-то 300-400 баксов иногда. Это типа обслуживание дома. Можно услышать, если не слушать болгарку на заднем фоне, что в этом районе очень тихо и спокойно. То есть он невероятно транкильный. Простите меня за заимствование, но он супер спокойный. Очень просторный. Какая-то кафешечка. Безусловно, ребятки, этот район очень сильно напоминает соседний с Бельграно Нуньес, в котором мы тоже жили полгода. Нам там очень нравилось, но там конечная, например, метро линии D, и дальше начинается уже, то есть проблема небольшая. Либо ты на автобусах ездишь, то есть там очень пенсионерский, скажем так. Для кого-то это плюс, но достаточно отчужденный район, и он тоже спокойный, он тоже такой же приятный, он комфортный. Обратите внимание, что здесь, например, я могу ездить на коляске абсолютно где мне угодно, спокойно расходиться с другими пешеходами. И такие широкие тротуары – это огромнейший плюс с ребенком, просто и огромнейший вот такой кайф от ощущения простора и свободы на улице. Например, такого вы мало где встретите, например, Палермо или еще дальше в центр. Они более замкнутые, они более такие суетные, гораздо больше бездомных на улицах. Обратите внимание, что здесь можно сказать, что их вообще просто нет. Поражаюсь, как аргентинцы умеют свои дома украшать. Это так классно смотрится, ребята. Это очень красиво. Кстати, я однажды спросил у одной знакомой, почему тебе нравится Буэнос-Айрес, почему вы вот его выбрали тоже. И она сказала такую вещь. Здесь постоянно красиво, потому что постоянно что-то цветет. Ребят, я сначала думал, типа, что за причина? И уже потом, когда я прожил больше года, я понял, что это реально так. Сначала целые улицы заливаются оранжевыми цветами, потом фиолетовыми, потом они все опадают, все улицы в цветах. Потом начинают на балкончиках у всех цвести абсолютно разные растения. И получается, что Буэнос-Айрес реально почти круглый год цветет. В этом месте, кстати, ребятишки, по-моему, очень вкусные тако. Я так еще и не пробовал, но говорят, что здесь достаточно вкусно. Как-нибудь с вами зайдем, попробуем. Аргентинцы сегодня, ребятки, достаточно унылые. С одной стороны, это хорошо, меньше народу на улицах, я с телефоном иду так в открытую снимаю. С другой стороны,
Действительно, очень метеозависимые ребята. Эти истории, что могли аргентинцы не выходить на работу в дождь. В принципе, кое-где даже сейчас тоже такое возможно увидеть. Поэтому это не миф, реально. Ни Аргентине, ни Буэнос-Айресу, ни самим аргентинцам, ну, не идет им дождливая холодная погода вообще. И чувствуется, как настроение в городе резко меняется, когда начинает идти дождь или вот такая просто пасмурная, холодная погода. Но тем не менее, даже если где-то нет метро, всегда у вас есть такси, всегда у вас есть автобусы, которые колесят по районам. И кафешки, конечно, ребята, обилие кафешек, это про Буэнос-Айрес. Вот здесь, по крайней мере, тоже на районе, буквально на каждом квадрате. А я напомню, что в Буэнос-Айресе такой прикол, что улицы делятся по прямой, вот под прямым углом. Это делает ориентировку, в принципе, на местности удобнее, но к этому тоже нужно привыкать. Так вот, на каждой буквально, вот, на каждом квадрате располагается какая-нибудь кафешка или заведение, где вы можете посидеть, выпить кофе. Прям не могу пропустить. Каждая в своем каком-то уникальном стиле. Кстати, мы поначалу думали, что здесь не растут лимоны. После Турции дичали. Так вот, они здесь тоже растут, пускай и не в таком изобилии. Ну, ребятки, шли мы по прямой, шли. Кстати, вот такие популярные магазинчики тоже очень всякие эко, правильный food, you know. Вот, дошли мы, наконец-то, ребятки, с вами до чего. Сейчас я перейду через дорогу, чтобы не отвлекаться, и скажу вам, куда же мы дошли. А мы с вами дошли до еще одной огромнейшей площадки. 20 минут такого достаточно активного шага. Опять же, места здесь просто полно. То есть ощущение, есть чем дышать, ребятки. Куча всяких площадочек, не буду снимать детей. Вот она, Пласа Сан-Мигель-де-Гаррикойц. Вот, детишек, кстати, здесь все с этим очень строго, поэтому я не буду на родителей и детей направлять камеру, потому что очень строго к этому относятся, то есть это как бы сразу подходят родители, то есть даже если кто-то увидел случайно, что телефон направлен на детей, и мне это очень нравится, то есть ощущение вот здесь вот этого вот личных границ, оно отстаивается, и родители за этим очень активно следят. Здесь вот такая зона со столиками. Ребятки, здесь, вон, видите, все вытоптано. Там обычно всякие, вот здесь тоже на этой площадке устраиваются танцы, сальса, танго, все что угодно. И, в общем, такой достаточно большой парк, но, конечно, не такой большой, как первый, в котором мы побывали. Собственно, там дальше-то, ребятки, ниже находится район Чакарита. Там тоже есть даже русскоязычные заведения, то есть народ там тоже ищет себе недвижимость, и мы обязательно там прогуляемся, но уже в другой раз. А вот, кстати, стойка 911, call 911, like in America, you know? Вот такая стойка безопасности. Можно нажать кнопочку и, соответственно, надеяться, что вас увидели, услышали, записали на эту видеокамеру. Вот. Такие киоски везде книжные, где можно купить всякие журнальчики, сканворды, кроссворды. Это стрит-арт, ребята. Местные могут. Иногда очень красивые штуки получаются. Если вы думали, что у вас с детства осталось огромное количество дисков дома, CD, то вы ошибались. Вот этот чел, конечно, психанул. Вот это круть. Блин, на самом деле, ребят, я всегда поражался, как человек может просто из ничего придумать что-то. Сделать искусство из абсолютно непонятных вещей. И мне такая тема нравится. Когда у людей работает воображение. Конечно, недвижка в Буэнос-Айресе — это просто огромнейший коктейль из абсолютно разных эпох, разных годов постройки. И стоит тщательно, на самом деле, на сайтах местных указаны годы постройки. Стоит тщательно выбирать, понимать, что здесь точно так же новостройки имеют жутчайшую слышимость. А слишком старые дома, естественно, имеют свои проблемы с сантехникой, возможно, насекомыми. То есть, ну, нужно искать что-то среднее, наверное. Вот мы, например, живем в комплексе постройки, по-моему, 40 лет назад, что-то такое. И честно, это очень круто. Потому что там идеальные толстые стены, при этом еще все не настолько убитое, то есть, да, есть нюансы, но тем не менее. И вот так где-то золотую серединку ищешь среди всего. Вот, например, продается касса-домик.
Кому надо, заскакивайте, покупайте. Сдавать, кстати, здесь получится, мне кажется, очень хорошо. Ну и раз, ребятки, обращу ваше внимание на местный стрит-арт. Блин, добавляет на самом деле такой атмосферности. Очень много где рисуют, многие бизнесы заказывают себе разрисовку там своих стен, возможно, этих жалюзей, как они, ставни, которыми закрываются на ночь. И получается, блин, такая интересная творческая атмосфера у города. Мы с вами, ребятки, уже подошли к практически Палермо, потому что здесь Коллегиалес переходит в Палермо-Оливуд. И застройка стала ощутимо меняться. То есть здесь уже ближе к Палермо больше появилось многоэтажных домов, точнее они появились резко и только сейчас. До этого низкоэтажка. Вот тут резко мы приближаемся сейчас вон туда, вот пойдем к Пласа Мафальда, еще один парк. Здесь уже начинается суетнее. Забавный факт, видите, у мужчины коробка из-под вина. Так вот, часто так носят продукты, и даже мы, когда закупаемся в магазинах у китайцев, очень часто после вина остаются коробки, и просто нам туда складывают продукты, которые мы купили. Ребятки, сейчас сфоткаюсь здесь, потому что у меня знаменательное событие недавно произошло. Ребятки, по этой улице чуть дальше специально, вот насколько здесь более шумно. Машины ездят, народу полно. Хотел вам показать, что здесь есть также жемчужины каждого района. Это вот такие современные комплексы. Они обычно имеют внутри себя ресторанчики или кафешки. И выглядят они очень солидно. Вот. А мы, ребятки, с вами вон туда направляемся. Там нас ждет Пласа Мафальда. Посмотрим, что за парк. И я надеюсь, у меня не стырят телефон, потому что все так пялятся. Не знаю, передает камера или нет. Надеюсь, что да. Но вот там вот на крыше, как и во многих-многих домах еще, и даже многоэтажных, есть Париша. Место, где люди жарят, короче, барбекюшница такая, где люди жарят мясо. И вот сейчас на весь район просто этот шикарный запашок дымка и жареного мяса. Очередное очень крутое использование пространства на стене. Офигеть, смотрите, как они с глазами поступили, с этими окнами. Вас поздравляю, ребятки, замерзшие, но не сломленные. Хотя Палермо начинается недалеко, но мы все-таки с вами дошли до островка Свободы зеленого. Пласа Мафальда. Вот Ребзя. Начинается эта пласа. Тут сразу все, начало с огромной зеленой площадки. Сейчас пойдем посмотрим. Если что, то я тоже буду удивляться местам, куда мы попадаем, потому что я во многие места не дохожу просто с детьми. Количество детей и их активность, и их разрывание в разные стороны мне этого сделать не позволяют. Поэтому смотрите, здесь вот такие многоэтажки с лужайками, карусельки и вот такой вот парк. Сори за то, что горизонт завалился. Вот такой парк. Выходим из парка, камера жестко тупит. И вот сейчас честно, влепите лайкос. Он выглядит вот таким образом, если кто не в курсе, находится прямо здесь под видео. Потому что я, ребята, шел, вам показывал, и в самой дальней точке района Коллегиалес у меня просто сел телефон. Я сюда вернулся уже со средним сыном, который спит. И будем обязательно сейчас смотреть весь район до конца. Поэтому, ребятки, погнали дальше смотреть район Коллегиалес. С вас лайк. Поддержите, не поленитесь, для меня это очень важно и поможет развитию канала. Так, еще раз, ребятки, вот она, Пласа Мафальда. Собственно, вот об этом говорит эта табличка. Там ребятки играют в футбол на территории стадиона. Так, здесь у нас продолжается эта самая Пласа Мафальда. Она переходит плавненько в жилые такие вот квартальчики. Но есть здесь одно место очень интересное. Вот, ребятки, это место, это что-то удивительное, потому что здесь, мне кажется, можно найти вообще все, что угодно. Это рынок, называется Mercado de las Pulgas. Короче говоря, ребята, внутри там просто все. И какой-то антиквариат, и мебель из домов старинная, и разные, короче, всячины. Барахолка барахолкой, но там можно потеряться, ребятки, просто очень надолго. И, конечно, сейчас я вам ее не покажу. И в следующих выпусках лайкайте и пишите комменты, если хотите, чтобы я зашел туда и посмотрели мы с вами вместе, что же там представлено в таком диком количестве.
Поэтому лайкайте и зайдем в следующих видео. А мы продолжаем завершать нашу прогулку по Коллегиалесу. Внутри, кстати, еще осталось у нас много интересных мест. У вас, ребят, есть шанс понять, как сильно меняется Буэнос-Айрес после конца рабочего дня. То есть кафешки, они все равно заполнены, несмотря на то, что люди говорят постоянно, что кризис, жуткая инфляция. Здесь постоянно кафешки заполняются. Они просто постоянно заполняются. Каждый день, каждые выходные. Вот здесь надо посмотреть, что это. В общем, такие огромные ангары. Написаны студия 1, 2, 3, 5, 7 и так далее. Интересно, что здесь внутри располагается. Естественно, стрит-арт. Ребят, вы видите, я не знаю, видно вам, нет из-за солнца, здесь стоят ретро-автомобили. Зацените, какие классные. Вот он, ребятки, этот самый жилой комплекс, называется Conception. Внутри очень много всего. Охрана, как я уже сказал, просто сильнейшая. Следят, чтобы все двери были закрыты. Смотрите, есть также заведения внутри, то есть все кафешечки, разная кухня. Впереди азиатский еще будет ресторан. В общем, здесь есть просто все. Вокруг, как вы сами видели, одна Пласа Мафальда находится, чтобы можно было самим прогуляться, подышать, и детей тоже сводить туда. И сейчас впереди я покажу вам, есть еще одна уникальнейшая площадка. Я таких нигде вообще больше не видел. Вот, в общем, здесь абсолютно своей жизнью живет этот комплекс. Здесь есть даже магазины одежды, есть разные ресторанчики, итальянские впереди. Вот здесь есть Осака, что намекает нам тонко на кухню азиатскую. Вот, ребятки, эта площадка называется ТВ Гиганты. Суть в том, что это огромнейший телевизор, внутри которого можно лазить в несколько этажей. Это просто восторг, ребята. Там еще две огромные горки и несколько рядом более маленьких горок. Поверьте мне, когда вы сюда приведете ребят, они будут просто в восторге диком. Это нереально круто, там можно даже взрослым залезть на самый верх. И вот, да, эта площадка определенно стоит вашего внимания. И все это, опять же, в нашем любимом районе Коллегиалес. Вот, ребят, поднимаюсь я на мост, оттуда мы пришли с вами от этой площадки. И, в принципе, сейчас уже выходим на финишную прямую, будем переходить через ЖД пути по мосту, ребятки. Живописно, ёлкин тузик, смотрите. В принципе, ребят, вот тут станция Коллегиалес в эту сторону, следующая же станция Карранца находится в той стороне, буквально там в 5-10 минутах. И это уже будет прям Палермо, в самой оживленной такой его приятной части. Город здесь шумит, город здесь гремит. Бип-бип, как говорится, бип-бип. Солнце слепит, зараза. Вот под вечер солнце просто дико слепит. Вот. В общем-то, ребятки, видите, там впереди у нас метро, Ошерос станция. Ну и здесь постоянно шум да гам. Там вот подземный туннельчик как раз под железной дорогой. Вот, собственно, железнодорожные пути. Вот там мы с вами перешли, может быть, даже видно мостик, по которому мы от Пласа Мафальда поднялись туда. И вот, собственно, впереди я просто вам хотел показать. Вот так выглядит вход на станцию, то есть ничего необычного. Там есть турникеты. И для прохода, естественно, вам понадобится либо наглость, либо карта Субе, которую можно завести, например, в метрополитене. Пополняешь ее, то есть эквивалент карте Тройка в России. Ничего такого, просто проездной. Вот это, собственно, второй конец того самого парка, который мы с вами видели в начале видео. Народ здесь отдыхает, на поляночке, на лавочках сидит. А сейчас самое время, если вы еще этого не сделали, пойти в комментарии и написать комментарий, где укажите, какой район вам интересно еще посмотреть. Нунес, Бельграно, Палермо, Вижа Уркиза, Вижа Креспо, поближе к центру там. Но это нужно будет выбираться мне одному, потому что, конечно, там опасненько снимать. Риколета, конечно же. В общем, пишите и задавайте любые вопросы о жизни в Аргентине. Смотрите больше, переходите по ссылочке в мой инстаграм. Там сторис ежедневно, там можно пообщаться напрямую. Напишите, как вам вообще этот район, как он ощущается через экран. И в целом оставайтесь со мной, ребятки, потому что дальше больше и интереснее. Мой блог не только о жизни в Аргентине, он в принципе о раскрытии себя, о взрослении. Также будем болтать об отцовстве. Я, скорее всего, иногда будут выходить видео с участием моей жены, которая будет рассказывать
о родах, например, о других темах, которые она сможет раскрыть непосредственно проживая этот опыт. Вон он, ребята, тот мостик на горизонте, по которому мы шли, начиная это видео. До встречи. Крепко обнимаю, чао и увидимся скоро в новых роликах. Пока!